В Швеции в первый день Курбан-Байрама сожгли копию Корана у главной мечети в Стокгольме. Организатор акции – 37-летний иракец Салван Мамика. Мужчина уже несколько лет проживает в Швеции после того, как прибыл в страну в качестве беженца из Ирака. В социальных сетях он выступает под псевдонимом «Светский мыслитель-атеист» и является членом партии «Шведские демократы». Его публикации также содержат высокую похвалу ультраправого Расмуса Палудана, который ранее сжигал копии священной книги мусульман. Во время своей агрессивной акции Мамика положил кусок свинины на Коран, заявив, что, цитата, «свинина чище и благочестивее пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего». После реакции мусульманских стран правительство Швеции поспешило осудить сожжение Корана возле главной мечети Стокгольма, назвав его исламофобским актом. Вместе с этим было заявлено, что Швеция имеет конституционно защищенное право на свободу собраний, выражение взглядов и демонстраций. Тем не менее, Организация исламского сотрудничества, базирующаяся в Саудовской Аравии, призвала 57 стран-членов действовать против осквернения Корана. Власти Ирака, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Марокко вызвали шведских послов в знак протеста против данного инцидента. Кроме этого, сотни мусульман штурмовали посольство Швеции в иракской столице Багдаде в знак протеста против исламофобской акции в Стокгольме. Вдохновившись безнаказанностью поджигателей Корана в Европе, исламофобы сожгли мусхафы священного писания на Кавказе. В поселке Чеген в Кабардино-Балкарии ночью неизвестный вошел в мечеть и поджег копии священной книги, облив их бензином. Часть удалось потушить. Поджигателя задержали, свой поступок он объясняет голосами в голове. Как сообщил глава Чегемского района, в случившемся нет никакой религиозной подоплеки. Тем не менее, мусульмане ожидают справедливого наказания для злоумышленников, осмелившихся совершить столь гнусную провокацию. Очередная вершина горы под названием криптовалюта в исламе была взята. Для себя выстроил стратегию безнервозного, долгосрочного инвестирования. Слушая Кумара, я поняла, что инвестировать можно и с маленьких сумм, поэтому я приобрела курс по обучению халяль-инвестициям и осталась очень довольна. Информация преподносится на легком языке, материал структурирован. К тому же есть постоянная поддержка кураторов, добродушно и вежливо отвечающих на вопросы, а все непонятные моменты обсуждаются на онлайн-встречах с Кумаром. Тысячи успешных выпускников курсов и вебинаров Кумара Мухамедзянова уже зарабатывают на инвестициях. А ты все думаешь, что это сложно и недоступно? Эксперт в инвестировании по шариату Кумар Мухамедзянов специально для тебя проведет мастер-класс «Капитал» и ответит на вопросы о том, куда выгодно вложить деньги, что можно покупать в кризис, а что нет, какие инструменты позволят сохранить капитал, как криптовалюта помогает обходить ограничения и блокировки. Интересно? Тогда переходи по ссылке в описании к этому видео. Пусть Аллах увеличит твой рызк.